автором фейк-ньюс все-таки был Геббельс, автором концепции фейк-ньюс. Потому что именно ему принадлежит фраза, что чем чудовищнее ложь, тем больше людей в нее поверят. Ложь должна быть настолько чудовищной, чтобы в нее поверили. И она создала... Эти две системы создали абсолютно новое представление о доверии. Это недостроенный дворец съездов национал-социалистической германской рабочей партии, спроектированный Францем и Рудольфом Руфф под контролем Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера и рейхсминистра нацистской Германии. Гранит для облицовки свозили со всех 80 каменоломен Германии, чтобы продемонстрировать единство нации. Но не только исполинские монументы были в сфере интересов нацистской Германии и ее пропагандистов. Производство лжи стало государственным делом. Для этого трудилось целое министерство. И с самого первого дня, с поджога Рейхстага и до последнего дня нацистской Германии, люди были уверены, что ничего страшного не происходит. Вот запись из дневника старшей дочери Гиммлера Гудрун. Дорогой папа, сегодня я вместе с мамой и тетей Лидией побывала в лагере СС в Дахау. Там вкусно и сытно накормили. Мы провели чудесный день. Какой-то замечательный патриотический проект «Концлагеря». А еще девочка умиляется, какую прелесть она увидела на выставке рисунков заключенных. Самый большой исторический фейк – это то, что Советский Союз вступил в войну 22 июня 1941 года. И родился этот фейк из речи Сталина, по-моему, 3 июля, когда он объявил, что Советский Союз вступил в войну. На самом деле, Вторая мировая война началась в 1939 году с захвата Польши. И Россия в то время, Советский Союз в то время, Москва, Кремль в то время был союзником Гитлера и участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Поэтому для того, чтобы каким-то образом эту неловкость скрыть, был создан термин «Великая Отечественная война», и был начат отсчет с 22 июня 1941 года. И этот фейк существует до сих пор. Я когда-то книгу делал, кстати, и разницу между немецкой и советской пропагандой во время Второй мировой войны. Это листовки, которые печатались и бросались через фронт самолетами или пушками. И там немцы лучшие качества делали по-русски или по-украински. И предсказали смерть и ужас бедному советскому солдату, если он не перейдет. Это было приглашение на перейти фронта, так сказать. И было строго запрещено их вообще принимать. А русские тоже делали листовки, но были мягче, хуже качества и так далее. Есть книга, да, написать. Это были пропуска, чтобы переходить на другой фронт. Я такую финскую видела, для финнов такую. И я написал, книжка называется «Пропуск в рай». Появление нацизма и сталинизма, оно, конечно, знаменовало собой совершенно новый этап и новый масштаб использования политической провокации, а тем самым и фейка. Потому что у нас здесь, с одной стороны, на одной, так сказать, чаше весов лежит Геббельс и даже более ранние формы, начинающиеся со знаменитого, скажем, поджога Рейхстага, о котором знают все, с одной стороны, а с другой стороны фейковые процессы, организованные Сталиным и его людьми над собственными партийными соратниками. Это и та, и другая практика, они, конечно, очень глубоко исследованы уже на сегодня. И
Ну, если вспомнить вот сторону, например, если говорить сейчас о гитлеризме, то то, что мы называем сегодня фейком, оно, конечно, шло вслед и возникало вслед за так называемой политической провокацией, потому что именно гитлеризм превратил политическую провокацию внутри политической жизни Германии из, ну, так сказать, каких-то маргинальных эпизодов, которые легко прочитывались обществом именно как политические провокации, и интерпретация этих провокаций сразу оспаривалась, образованной частью общества была видна ему. Но если мы посмотрим, как воспринимался обществом, немецким обществом поджог Рейхстага, организованный нацистами, и, как известно, приписанный ими коммунистам, то легко увидеть, что общество к этому моменту немецкое, это видно хорошо по знаменитой книге Хафнера «Исповедь одного немца». Он был простым наблюдателем этой ситуации, и он пишет о том, как это обсуждалось, это событие, как оно обсуждалось в обычной среде. То там было видно, что фейк формирует определенный тип сознания. Человек смотрит на ситуацию, и он понимает, что нет, наверное, все-таки это сделали не коммунисты. Но коммунисты слишком, как бы, в тот момент для респектабельного немецкого общества и для бюргерства были обременительны и уже опасны, потому что уже были эпизоды восстаний и, как бы сказать, коммунистического тоже насилия в 18-19 годах на территории Европы, не только в Баварии, но и в Венгрии и так далее. И общество смотрело, да, ну, может быть, как бы это и не так, но в то же время и неплохо, что вслед за этим последуют какие-то и наказания, и полиция, значит, как бы и примет в этом участие, а полиция уже не принимает, и возникает такая новая ситуация восприятия, которая, как бы сказать, расслабленно принимает этот фейк. Соглашается с тем, что ну, мы не знаем точно, кто это сделал и зачем, и почему, и мы готовы, в общем, принимать любую версию. Нашли парня 23 лет, дали ему майора, звали его Эрик Хартман. Эрик Хартман был голубоглаз, был блондинист, был истинный ариец. И Эрик Хартман был назначен, собственно, героем. У него был свой никнейм. Его звали «Белокурый рыцарь Рейха». Эрик Хартман, «Белокурый рыцарь Рейха». Отлично. Его летная книжка выглядела так, как у барона Мюнхгаузена. Значит, пятница, 10:00, вылет, совершить подвиг, сбить 28 самолетов. То есть на него работали лучшие немецкие ассы. И все их достижения записывались ему в летную книжку. Окончил свои дни, он работал в Министерстве обороны ФРГ. И, в общем, так и остался майором. В Бундесвере прекрасно знали цену его подвигам, прекрасно знали, конечно же. И, в общем, человек спился. Спился абсолютно, и жизнь его была вся посвящена оплакиванию того фейка, который он невольно образом послужил. Ну, что такое был для меня этот обыкновенный фашизм? Это был инструмент, с помощью которого можно было попытаться понять, что было с нами. Это было, так сказать, орудие производства в данном случае. Фактически это случилось таким образом. Мне привезли из-за границы книжку Зигфрида Кракауэра «От Каллигари до Гитлера». Это немецкое кино 20-х годов. Вот она рассказывала о страхе маленького человека, который остался наедине с собой во время инфляции, кризиса и Великой депрессии конца 20-х, начала 30-х годов. Потом мы смотрели хронику, мы посмотрели 2 миллиона метров. Когда еще Советский Союз не входил в Женевскую конвенцию, и все это лежало у нас в качестве трофея. И мы его смотрели насквозь. Это чудовищная совершенно работа. Но вот тогда, когда на вас идет вот эта вот масса этой хроники, то через этот опыт вы, конечно, перерабатываете свой собственный. Хотите вы этого или нет.
это же время в Советском Союзе не уступали в размахе проектов сталинских дворцов. Ложь стала естеством советского человека. Никакие массовые истребления и репрессии не могли поколебать веру советского человека в непогрешимость отца народов. Люди с радостью вверяли своей жизни людоеду и убийце. Евгений Ильич Ухналев, художник, который создал современный герб Российской Федерации, вспоминает: по их мнению, мы собирались рыть подкоп из Ленинграда в Москву под Кремль, под Мавзолей. Ну как же, возмущался я, это же невозможно. Почему невозможно, доброжелательно отвечал следователь. Сейчас существуют специальные машины. Да, говорил я, но у нас же не было такой машины. Но ты же понимаешь, что такая машина есть, отвечал он. А раз она есть, значит, ее можно приобрести. Он получил 25 лет лагерей. В ходе уже гражданской войны в России у коммунистов сформировалась совершенно ясная, абсолютно такая широко распространенная массовая точка зрения, что в интересах партии и того будущего, которое она строит, допустима любая ложь. Это, ну, как бы сказать, зафиксировано многими и многими, как бы, такими мемуарами, воспоминаниями людей. Люди чувствовали себя ведь вовсе не нарушающими какие-то моральные нормы. Они в массе своей совершенно искренне считали, что ложь перестает быть ложью, потому что если мы смотрим на мир с каких-то классовых позиций, то существуют интересы класса. А если они таковы, как мы их понимаем, то тогда, вообще говоря, никакой вот этой вот социальной объективной истины не существует. На этой почве возникла целая большая философия борьбы с так называемой объективной истиной. Но если брать уже такую антропологическую сторону, человеческую, то мы видим, что человек, как бы сказать, вполне принимает это как рамку. И таким образом для него какие-то события, совершенно немыслимые, делаются оправданными. Именно из этого возникла ситуация, при которой самые фантастические слухи, а это были именно слухи, то есть фейки, воспринимались как допустимые. То есть когда, скажем, распространился слух о том, что вокруг убийства Кирова, например, или затем вот эти использованные широко в обвинениях слухи о подготовке убийства Максима Горького, об отравлениях, которые организовывала лаборатория Ягоды. И когда уже, собственно, начался процесс над делом врачей, где предполагалось, что врачи Кремлевской клиники целенаправленно стремились убить детей членов Политбюро, а то и самих членов Политбюро. Ведь это некоторая удивительная вещь, что часть общества вполне могла предполагать, что врачи нарушают клятву Гиппократа из политических соображений, что они могут быть врагами такой мощи. В том числе мой родной дедушка Ефим Иванович Янов, один из ведущих фтизиатров, то есть специалистов по туберкулезу города Москвы. Потому что я родился в роддоме, но фактически родился, то есть жил с самого раннего детства в доме «Медик» по адресу Новопесчаной улицы, дом 3 в городе Москве. Там жили еще несколько участников дела врачей. Сейчас, вовсе жил не там, вот Мирон Семенович, основной, как бы, такая титульная фигура дела врачей, скажем, Рапопорт, жили там. Собственно, Рапопорт – автор самых ярких воспоминаний об этом деле врачей. И мой дедушка, который был участником дела врачей, и уже пришли в нашу квартиру, 51-ю, и обнаружили там книгу Фихтвангера «Москва 1937», которая, хотя была достаточно комплиментарной по отношению к Иосифу Виссарионовичу Сталину, но все равно была в Советском Союзе запрещена. И вот само нахождение этой книги в квартире было основанием для ареста моего дедушки. И уже должны были его взять. В этот момент Иосиф Виссарионович умер, и дело врачей прекратилось. История двух тоталитарных режимов, нацистской Германии и Советского Союза, показала, что загнать людей в экзальтированное состояние возможно.
И это преступление. Сегодня в современном цивилизованном обществе невозможно себе представить пропаганду расовой ненависти, ксенофобии. Это удел стран-изгоев. Неужели Россия займет место среди стран-людоедов? Нарастающий поток фальшивых новостей и лжи со стороны кремлевских каналов не оставляет нам надежды, что в ближайшее время Россия осудит сталинизм, как Германия осудила нацизм и провела колоссальную работу. Почему Германия сейчас, наверное, самая толерантная страна в Европе, или одна из самых толерантных стран в Европе? Потому что она была инициатором 2 войн и потерпела в 2 войнах поражение. И то, что им показали после войны, вот когда мы смотрели свою хронику, то нам рассказывали, что, скажем, в американской зоне для того, чтобы получить талон на еду просто, да, надо было посмотреть хронику о том, что происходило в Варшавском гетто. С тем, что они сделали, причем эти люди, которые это смотрели, лично этого не делали. Но что сделали их сыновья, солдаты и так далее. И, конечно, страна была этим потрясена. Вырывали закопанные ямы, вы знаете про это? Вытаскивали этих погибших евреев, и я до сих пор эти стоят снимки передо мной, и заставляли руками перезахоранивать их в могилы. Выгоняли под автоматами, под карабинами жителей деревень этих и городков и заставляли своими руками их хоронить. Вот это покаяние. Многое в нациях через руки. Когда ты тут не понимаешь, заставили руками прощупать, и нация изменилась. И этой работы в России не было. Понимаете, до сих пор они этого Сталина, я думаю, вот этот, как наш гениальный Тенгиз Абуладзе показал эту историю, мы видим, какой это был гений на века, прозревший вот эту матрицу российскую, закапывать, выкапывать этого труп мертвеца. Непереваренная история, истории, из которых не извлечены никакие уроки, и которая, как сказано в Евангелии, пес возвращается на блевотину свою. Вот это псы, которые постоянно возвращаются на свою блевотину. Они не способны проглотить, извлечь урок. Кстати, на территории этого недостроенного дворца съезда гениальный польский режиссер Анджей Вайда в 1971 году снимал фильм «Пилат и другие» по роману «Мастера и Маргарита». И уже 3 десятилетия спустя Анджей Вайда снимает пронзительный фильм «Катынь», который в 2010 году, в год гибели президента Качинского под Смоленском, показывают в России в прайм-тайм. И дальше подвергается сомнению тот факт, что Россия вместе с нацистской Германией развязала Вторую мировую войну и вторглась в Польшу 17 сентября 1939 года. Здесь, на территории недостроенного дворца съезда, теперь расположен музей документации, где хранятся тысячи свидетельств злодейства 2 преступных режимов. А что же в России? В России сегодня попытки очистить совесть нации наталкиваются на глухое сопротивление власти и на пропаганду, которая льется с кремлевских каналов. И вот уже мы видим, как замаячил образ врага народа, иностранного агента. Все помнят хорошо, что Сталин и его команда, они хотели расстрел в Катыни списать на гитлеровцев. И, вообще говоря, им это даже удалось. Есть знаменитая фраза, да, Сталина ведь спрашивал кто-то из британских политиков, а где же 35 тысяч поляков, которые оказались на территории Советского Союза. И Сталин якобы ответил так в задумчивости: поляки, он сказал, да, были поляки. Ну, наверное, они ушли через Манчжурию. Тем не менее, в дальнейшем Коммунистическая партия Советского Союза не смогла скрыть и не захотела скрывать того факта в конце 80-х годов, того, что на руках в особых папках лежали документы, которые подтверждали то, что около 30 тысяч польских офицеров и гражданских лиц были расстреляны чудовищным образом.
Но на этом дело не кончилось, как вы знаете, потому что часть остатков российских коммунистов не согласилась, не соглашается до сих пор с этим и продолжаются. Они были маргинальными в свое время, но теперь они постоянно и активно очень доказывают, что, ссылаясь на документы раннего послевоенного периода, Нюрнбергский трибунал и так далее, что нет-нет, но это сделали немцы. Я до сих пор эти кадры помню, эти фотографии и лица этих немцев, бюргеров, которые пришли, некоторые в цилиндрах, значит, и их лица, когда они выходили, и из Освенцима, и после этих перезахоронений. Американцы простодушные, может быть, но они правильно сделали, они очень прибегли к прямому, очень сильному шоковому действию, но с людьми зомбированными их можно пронять только очень сильными средствами. Очень сильными средствами. Не болтовней из телевизора, а придите на плоды. Вот вы думали, вы не знали, вы считали этого нет. Придите, понюхайте это. Коснитесь этого руками. И поэтому Германия сегодня такая страна. Там и Сталин, и Геббельс все понимали прекрасно, что герой должен быть окружен героями помельче. Летчиками, Стахановыми, ткачихами, пловчихами. Северный полюс, перелет, ученый изобрел. Должны быть еще. Каждый советский человек или там еще другой человек, он герой. Стремитесь все быть такими, как. Герой эпохи один. Это Владимир Владимирович Путин. Это абсолютно сознательная государственная политика и сознательная госпропаганда. Это очень трагично. Германия до сих пор расплачивается за энтузиазм 30-х годов. Знаете, там, Германия, там, огромная культура. 19 век. Большинство композиторов немцы, лучшие поэты немцы, философы вообще где немцы, да? Ученые там, немцы. Есть чем гордиться. Сейчас немцу гордиться тем, что он немец, это очень плохо. Я не думаю, что это правильно. Я думаю, что немцам есть чем гордиться. Да? Но вот и я очень не хочу, чтобы с Россией что-нибудь такое случилось. Господин Путин, он сам себя, с одной стороны, как бы торжествует, с другой стороны, сам загнал себя в угол. У него нет никакой экзит-стратегии. Он не может уйти из Кремля. Его оттуда выведут.